Приветствую, друзья! Наступление русской армии продолжается, и на многих направлениях мы продвигаемся вперед, получая под контроль все новые и новые поселки, освобождая нашу землю. При этом также можно заметить, уничтожен командир бригады «Людь». Он уничтожен на Покровском направлении. Там наша передовая штурмовая группа устроила засаду и таким образом отправила к Бандере данного ультранационалиста. Таким образом, знаете, произошла денацификация на практике в прямом смысле этого слова. Тем временем на фронте продолжают гореть уже даже австралийские танки Абрамс американского производства, и, собственно, кадры это также подтверждают. Ну и, естественно, другого рода техника методично уничтожается по всей линии фронта, и действительно можно заметить, что сейчас интенсивность ударов российскими FPV-дронами сейчас просто кратно возросла, и поэтому, конечно, без данного вида вооружения сейчас уже просто невозможно представить современную войну. Поэтому наши российские инженеры сейчас активно трудятся, чтобы обычные FPV-дроны, конечно же, наши летали как можно дальше и на оптоволокне, и по радиоканалу, и, собственно, могли уже конкурировать постепенно с такими можно сказать, флагманами дроностроения, как корпорация, которая производит ланцеты, потому что очевидно, что сейчас делают такую очень серьезную мертвую зону среди натовских наемников на 10, 20, 30, а то и 50 километров. И, конечно же, чем будет более эффективная работа в этой зоне смерти, тем, собственно, быстрее натовские наемники побегут с позиций. Кстати, сегодня натовские наемники были вынуждены признать, что по причине якобы технической они потеряли истребитель французского производства Мираж 2000. И, собственно, что стало этой технической причиной, конечно же, вопрос риторический. Может быть, этот истребитель гонялся за дроном камикадзе Герань и случайно с ним столкнулся. И таким образом, кстати, уже уничтожались и F-16, и МиГи-29, и Су-27 натовских наемников. И, собственно, не исключение, что этот Мираж 2000 был сбит фактически Геранью. Пилоту Миража посчастливилось катапультироваться, но я полагаю, что его все равно уничтожат в ближайшее время, потому что охота за натовской авиацией не до рейха сейчас идет очень и очень активно, и ВКС-РФ, как говорится, своего не упустят. Ну а режимники Зеленского сейчас заняты совершенно другими, потому что у них самое важное сейчас провести разборки внутри, и уже Верховная Рада и Зеленский подписали, собственно, закон о том, чтобы ликвидировать фактически Национальное антикоррупционное бюро и специальную антикоррупционную прокуратуру, которая фактически расследовала уголовные дела и заводила уголовные дела и создавала базу компромата на каждого чиновника режима Зеленского. Все фактически произошло за 2 дня. Первый день это аресты детективов НАБУ ключевых, ну а второй день это уже конкретно принятие закона Верховной Рады и срочное подписание Зеленским данного законопроекта. И таким образом уже этот закон вступил в законную силу. И несмотря на то, что вчера там сторонники Сороса и прочие выходили и возмущались на площадях, туда даже подтянулись персонажи с пониженной социальной ответственностью, братья Кличко, и с учетом всех этих реляций ничего, конечно же, сделать им не удалось, потому что вся эта антикоррупционная вертикаль строилась еще режимниками Байдена, а сейчас в Соединенных Штатах Америки брезгуют пользоваться данным инструментарием, но тем не менее страны Евросоюза еще также активно им старались пользоваться и таким образом держать режим Зеленского на цепи. А сейчас, с учетом злоупотребления различными психотропными и запрещенными препаратами, режимники Зеленского решили попробовать сорваться с цепи, и таким образом уже приняли решение о переподчинении этих структур, якобы антикоррупционных, уже под свое, так сказать, начало через генпрокурора. И, конечно, это, мягко говоря, не устроило западные страны, потому что они рассчитывали эти инструментарии контроля держать и для улучшения управления использовать, а оказалось, что сейчас уже режимники Зеленского таким образом просто расправились с этой системой контроля. И очевидно, что эти все антикоррупционные органы в первую очередь занимались различными уголовными делами на окружение Зеленского. А сейчас, получается, всех этих персонажей, которые расследовали уголовные дела о коррупции, о злоупотреблении, о мародерстве и так далее, всех этих
российских детективов обвинили в том, что они все агенты Путина и, собственно, работают на Россию и на ФСБ. Ну и, собственно, некоторых уже даже вот режим Зеленского кинул в тюрьму. С учетом того, что все произошло достаточно быстро, Трамп даже особо не успел отреагировать на подобного рода попытку сорваться с цепи, и режимники Зеленского здесь, можно сказать, сыграли на опережение. Трамп, конечно, заявил, что режим Зеленского причастен к коррупции и воровству денег во времена режима Байдена, которые выделялись из США. Но по факту это особой роли не сыграло. И таким образом сейчас вот фактически антикоррупционную вертикаль западных стран просто вот долбанули на упреждение. В Конгрессе США продолжили возмущаться действиями режима Зеленского. И здесь я думаю, что это очень даже и позитивно, потому что когда подобного рода происходят события, то очевидно, что западные страны не очень жестко контролировали этот вопрос и не очень жестко передавали приветы режиму Зеленского и приказы, потому что очевидно, если бы приказы такие были, то тогда Зеленский и Ермак, конечно же, на такую авантюру бы не пошли. А это означает все-таки, с учетом того, что от антикоррупционной вот этой вот вертикали западных стран внутри натовского недорейха так просто отказались, это все-таки говорит о том, что Украине Зеленского как таковой уже конец и в Евросоюзе, и в США, и в Британии, скорее всего, это четко понимают, поэтому осознают, что долгосрочные системы контроля колонии бессмысленно сохранять, потому что этой колонии и так уже просто конец. И здесь нужно просто какой-то период еще, собственно, доиграть в прокси-войну, а потом просто бросить эту историю и заниматься себе своими делами. Поэтому вроде как для режимников Зеленского это в небольшом таком формате перемога, ну а по факту это, можно сказать, косвенное подтверждение того, что западные страны не видят будущего Украины и понимают, что, собственно, ее просто скоро уничтожат. При этом военно-промышленный комплекс натовских стран активно сейчас поставляет в натовскую частную военную компанию ВСУ свои самые передовые технологии. И вот различные вот немецкие корпорации поставляют дроны ударные, там, транспортные, наземные и так далее, различные дроны камикадзе. И, собственно, конечно, вся вот эта вот история и ахиллесова пята этих вот дронов западной корпорации, это их цена, потому что количество денег, они просто невероятное стоят, и таким массовым, например, как Герань-2, они, очевидно, не будут. Ну и, собственно, мы видим, что даже вот компания Airbus, которая, собственно, вроде как и занимается в основном производством пассажирских самолетов, сейчас мы видим, что также активно пытается вот зайти в нишу военных дронов. И вот уже презентовали дрон, который можно использовать для разведки, для вот различных вот анализов поля боя, для вскрытия там РЛС и прочих моментов. И, конечно же, подобные дроны сейчас также будут активно применяться натовской частной военной компанией ВСУ. Однако, с учетом возможностей нашей тактической ПВО, русская армия, думаю, очень быстро все эти дроны уничтожит, если они залетят куда-нибудь действительно на вот территорию контроля русской армии. Но это, конечно же, все-таки, опять же, еще одно свидетельство того, что все-таки блок НАТО активно участвует в прокси-войне против России, и до последнего дня существования Украины также блок НАТО продолжит поставлять свои самые передовые вооружения, боеприпасы, разведданные и так далее, и деньги, конечно же, натовской частной военной компании ВСУ, пока ее, естественно, не уничтожат. Кстати, по поводу ахиллесовой пяты всей натовской техники, и особенно американской, вот, например, АПЛ класса Колумбия, уже по стоимости она уже подбирается к стоимости авианосца самого последнего, американского типа вот General Ford. И очевидно, что если уже АПЛ обычная, фактически, ну понятное дело, с ядерными боеголовками, с ядерным реактором и так далее, уже в США стоит под 12 миллиардов долларов, то это, можно сказать, приговор, потому что в России аналогичного класса атомные подводные лодки строятся по цене около 400-500 миллионов долларов, не миллиардов, а вот конкретно получается, что американские АПЛ в 10-20 раз бывает стоят просто дороже, и это просто, можно сказать, приговор всей вот американской военной промышленности, потому что такие сумасшедшие расходы, они просто не предполагают массовый выпуск различных
различного рода вот серьезных систем вооружения. И коррупция там просто, знаете, космическая в Пентагоне, и это, собственно, ни для кого не секрет. На этом фоне в Турции презентовали свою ракету гиперзвуковую, которая может достигать скорости в целых 5 махов и бить с точностью до 5 метров. Но это так заявлено, а так, в принципе, пока просто вот журналистам показали видимость того, каким образом эта ракета теоретически выглядит. Но это на самом-то деле происходит в Турции, и нужно понимать, что турки, они иногда могут просто делать какие-то праздничные макеты, которые не предполагают реальных технологий и реального вот будущего, и реального производства, потому что вот недавно, в прошлом году, вот Турция презентовала свой истребитель 5-го поколения, красивый такой, он даже, кстати, летает. Этот макет даже вот, собственно, нарядили таким образом, что он где-то там и пару кругов в небе сделал. Но оказалось, что вот сегодня Турция фактически решила закупить 40 истребителей Еврофайтер. То есть получается, с учетом того, что вроде как, казалось бы, нужно развивать и производить свой истребитель 5-го поколения, но турки решили все-таки не морочить голову с вот своим истребителем 5-го поколения, потому что он фактически макет, он не является технологически истребителем, это просто вот демонстрация вот красивая для Эрдогана. Поэтому вот военные решили закупить все-таки в Евросоюзе 40 еврофайтеров. Это очень большая партия истребителей на самом деле, и Германия с Британией это все уже одобрили. Я полагаю, что, конечно же, Грецию в известность не ставили по этим всем поводам, потому что эти истребители фактически очень скоро могут быть использованы Турцией против Греции, потому что там все-таки есть конфликт в отношении Кипра. На этом фоне Китай сейчас очень активно разрабатывает свои ударные дроны, и под это сейчас, конечно же, готовят серьезную линейку различной бронетехники, армейских машин и всего остального. И, конечно же, китайцы сейчас будут очень массово производить дроны военные, особенно с учетом напряжения на Тайване. Ну и, конечно же, специфика их применения, она показывает, что очень скоро системы ПВО Китая нужно будет срочно перестраивать, и по этому поводу китайцы тоже думают, поэтому уже вовсю испытывают лазерные системы ПВО, которые очень хорошо сбивают как раз именно дроны, и поэтому сейчас мы видим, что подобного рода систем лазерных в Китае будет становиться все больше и больше, потому что это фактически системы ПВО будущего, и очевидно, кто наладит их массовое серийное производство, и чтобы они все были еще и дешевые, тот, конечно же, будет монополистом на международном рынке. А объемы этого рынка просто колоссальные, потому что сейчас дроны это очень серьезная опасность для любого объекта. Аэродром, там, какое-то предприятие, там, завод производства чего-то там, и всем фактически нужны такие вот лазерные системы, которые обезопасить могут территорию от различных дронов. Но в Польше тем временем за любое правонарушение депортируют украинцы, если все-таки у персонажа и кажется украинский паспорт. Вот такие вот суровые наказания в Польше, можно сказать, смертный приговор фактически, потому что, естественно, если вот мужчину депортируют, он сразу попадает в лапы ТЦКшников и отправляется на убой. Поэтому сейчас можно даже вот в Польше попасть за мелкое правонарушение под смертную казнь. Ну и, собственно, на этом, друзья, у меня все. Выводы, конечно, делайте сами, а также не забывайте подписываться ко мне на телеграм-канал. Там всегда больше интересного, нежели в видеоформате. Ссылка на мой телеграм-канал, как обычно, находится в описании, либо вбивайте в поисковике запрос Дмитрий Василец, телеграм, и все у вас получится. До скорого!